Всем привет! Сегодня хлеб на закваске. Я поскребла по сусекам, выбрала всю муку, которая у меня осталась дома. Набралось понемногу 4 вида муки, из которой я и хочу сегодня испечь хлеб. Как обычно, закваску опару я поставила на ночь. Здесь у меня 2 столовые ложки пшеничного стартера стопроцентной влажности, 100 грамм пшеничной муки и 100 миллилитров воды. Тесто буду замешивать в тестомесе, поэтому всю закваску опару выкладываю в дежу тестомеса. Добавляю 120 миллилитров воды и 200 миллилитров молока. Добавляю 3-4 столовые ложки растительного масла. Начинаю просеивать муку. У меня набралось 50 грамм пшеничной муки второго сорта, 100 грамм ржаной цельнозерновой муки, 100 грамм пшеничной цельнозерновой муки и 350 грамм пшеничной муки первого сорта. Используйте ту муку, которую вы наскребете по своим сусекам. Добавляю чайную ложку с горкой соли и теперь все это буду замешивать в своем тестомесе. Мой тестомес только что после ремонта, он прослужил верой и правдой мне 6 лет, и у него полетела шестеренка. Замена шестеренки обошлась в 3800 рублей. Гарантия на ремонт 1 месяц. Думала, новый тестомес покупать или все-таки отремонтировать этот. Решила рискнуть с ремонтом. По сути, сейчас мой тестомес проходит испытание после ремонта. Пока никаких недостатков не вижу. Тесто вымешивает так же хорошо, как и раньше. Посмотрю, как будет дальше. Вот такое получилось тесто после замеса. Как вы видите, держа тестомеса осталась практически чистой. Гидратацию теста в процессе замеса я не корректировала. Еще раз поближе покажу, какое тесто получилось после замеса. Достаточно мягкое, со средней развитой клейковиной, к рукам совершенно не липнет. Тесто очень приятное на ощупь. Больше всего я люблю работать именно с таким тестом. Тесто округляю и выкладываю его в миску. Миску я предварительно немного промазала маслом. Тесто накрываю и оставляю на расстойке часа на 4-5, до тех пор, пока оно не увеличится в объеме раза в 2,5 или 3. Выкладываю тесто на рабочую поверхность. Тесто получилось такой консистенции, что я даже не вижу необходимости присыпать рабочую поверхность мукой. Вы же смотрите по ситуации, так как мука у всех разная. При необходимости либо присыпайте рабочую поверхность мукой, либо смазывайте небольшим количеством растительного масла. Я разделила тесто пополам, так как планирую выпечь из этого теста 2 буханочки хлеба. Каждую часть теста округляю и далее каждой части теста буду придавать желаемую форму хлеба.
Заготовки я выложила на противень. Противень предварительно покрыла силиконизированным ковриком. Заготовки накрываю и оставляю на расстойке на 1,5 часа. За время расстойки заготовки должны несколько увеличиться в объеме. Перед выпечкой можно смазать заготовки либо немного взбитым белком, либо просто водичкой. Я смазываю обыкновенным молоком. Если заготовки хлеба чем-либо смазывать, то выпекать хлеб уже можно будет без пара. Отправляю заготовки на выпечку в хорошо разогретую духовку до 200 градусов по Цельсию на 45-55 минут. Процесс выпечки обязательно контролируйте. По температуре и времени ориентируйтесь на свою плиту. Готовый хлеб я всегда остужаю на решетке. Вот такие булочки хлеба у меня получились, полезные, из 4 сортов муки. И самое время посмотреть, как хлеб выглядит в разрезе. Вот такой получился у хлеба мякиш, мелкопористый, симпатичный, аппетитный, упругий, с очень приятным ароматом свежеиспеченного хлеба. Как я люблю такие моменты после выпечки хлеба. Этого количества хлеба нам хватает дня на 3-4, поэтому одну булочку хлеба я заворачиваю в пакет, это у меня фреш-пакет, и отправляю на хранение в холодильник. Одним из частых вопросов, которые мне задают в комментариях, как я храню свой хлеб, чтобы он у меня оставался мягким. Я уже как-то показывала, что я храню свой хлеб вот в такой глиняной кастрюле. Бывает, что у хлеба на закваске после выпечки и после того, как он уже остыл, корочка все равно остается твердой. Так вот, когда такой хлеб полежит в этой моей хлебнице ночь, на утро он становится мягким, вкус его не меняется, он остается таким же вкусным, хорошо режется, практически без крошек. Я рекомендую всем такую хлебницу, именно глиняную. Хлеб здесь всегда хорошо сохраняется, всегда мягкий. Пеките хлеб. Свой хлеб – это гораздо вкуснее, чем магазинный. Всем хорошего настроения, удачи. Увидимся в следующем ролике.